Если хочешь что-то спрятать, оставь это на самом видном месте. Минск очень хорошо знаком с этим правилом и с удовольствием им пользуется. Это город скрытых сокровищ. Часто самое интересное и таинственное здесь находится на расстоянии буквально нескольких шагов. Но без подсказки иногда невозможно догадаться, в какую сторону повернуть. Можно прожить тут десяток лет, прежде чем случайно набрести на костел середины 19 века, спрятанный во дворах недалеко от площади Победы. И это в Минске, который был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Как в хорошем детективе, здесь все не то, чем кажется на самом деле. Это город, который любит напустить туманом и притвориться кем-то другим. Классическая экскурсия по Минску предложит взглянуть на Красный костел на площади Независимости и Вечный огонь у Монумента Победы, Троицкое предместье и здание ратуши, Оперный театр и Национальную библиотеку. Экскурсовод расскажет, как город восстанавливался после войны, какие скульптуры украшают ворота Минска, две башни напротив железнодорожного вокзала и как любят проводить досуг минчане и гости столицы. Но если вы хотите узнать, где еще бьется сердце города, отыскать его спрятанные сокровища и почувствовать пресловутый Soviet Vibe, о котором так любят писать западные блогеры, айда с нами, главное одевайтесь теплее, здесь вы не на юге. Едва уловимо пахнет дрожжами, кофе и свежей выпечкой. Бюст Ленина возле проходной МЗОР Минского завода Октябрьской революции стеснительно отвернулся от целой галереи огромных муралов, сделанных уличными художниками. Мы на улице Октябрьской, или по-белорусски в улице Костричницкой. Пожалуй, сейчас это самое интересное и живое место на карте города. От центра сюда можно дойти за 15 минут или подъехать на метро от станции Купаловской, всего одну остановку. Долгое время здесь была тихая промышленная улица, где ничего не происходило. Завод тихо доживал свои дни, на фоне кирпичных стен старых зданий иногда снимали лавстори свадебные фотографы, изредка проезжал дребезжащий трамвай. Но начались 2010-е, и с Минском случилась ревитализация. Ревитализацией в градостроительстве называют процесс воссоздания и оживления городского пространства, переосмысления старых построек и территорий. Чаще всего перемены происходят в бывших индустриальных кварталах, которые заселяют креативным бизнесом, галереями, концертными площадками, магазинами, барами и кафе. Благодаря феномену Октябрьской, минский креативный класс нашел себе место, где сейчас строит свой маленький Берлин. Здесь гремели шумные рейвы и проходили выставки World Press Photo, организованные галереей цех. Здесь находится бар «Хулиган» с его легендарными вечеринками и фитнес-центр «Моби Дик», где тренирует и тренируется известный боец, народный чемпион Виталий Гурко. Сюда, во дворик закусочной «Лауха», приходят после работы и учебы набраться сил и поболтать самые прогрессивные минчане. Здесь снимает свои клипы Макс Корж и тут же собирает миллионы просмотров в YouTube. Выставочные и лекционные пространства, офисы рекламных агентств и городских медиа, рестораны Элза и Simple. Всего за несколько лет здесь появилась своя инфраструктура, закрепившая за Октябрьской славу самого креативного района Минска. Важную роль в новом имидже улицы сыграл фестиваль урбан-арта «Улица Бразил». Всего за несколько лет этот проект из маленькой частной инициативы превратился в большое городское событие. Разрисованные стены от стрит-артистов из Бразилии и Беларуси появляются уже то там, то тут по всему городу. Но именно на улице Октябрьской в день закрытия фестиваля в сентябре уже 3 года подряд проходит масштабный праздничный марафон с музыкой, танцами, уличной едой, лекциями и перформансами.